забудьте про ужасную банковскую систему в России, где в каждом чатике мелькают разноцветные банки. То кредит всего 60 дней дают, то проценты по накоплению слишком маленькие, то неудобные кэшбэк-категории, то переводы слишком долго идут. Забудьте, нет такого. Это сказка, и вам все приснилось. Сейчас расскажу суровую правду про банки Черногории. Подозреваю, что и другие европейские банки точно такие же. Привет. Одна из проблем релокантов – это банки. Черногорские банки – очень странная штука, но без этих банков вам будет очень тяжело вести легальную деятельность фирмы, получать какие-то деньги. Просто счет на физическое лицо открыть достаточно просто, потому что есть вот банк типа Первобанка, который, по статистике, так вот скажу, по статистике, самый бедный банк Черногории, и, может быть, поэтому он достаточно легко и лояльно относится к открытию счетов иностранцам. Но опять же, не просто так открыть счет, для этого вам нужно сначала получить так называемый Боровак, ВНЖ, то есть временное разрешение на работу. И только после этого вы можете пойти в банк с этой карточкой и попробовать открыть счет. Причем вам нужно два счета. Один счет локальный, domestic, для внутри страны, и один счет девизный, чтобы какие-то совершать трансферы по Европе, и между другими странами. То есть это два разных счета. Вот. Точно такую же операцию вам нужно провести, если вы регистрируете фирму. То есть нужно открыть специальный счет на юрлицо, на фирму. И тоже даже их два. То есть местный и международный счет. Вот с этим начинаются вообще такие квесты. Вот лично мне помогали с этим специальные люди, помогаторы. Спасибо им. Без них бы я, наверное, вообще ничего не открыл, потому что там знакомство, что-то через знакомство, куча бумаг. И все равно протянули до тех пор, пока открытие счета для фирмы не стало стоить по 100 евро за каждый счет. Раньше это было бесплатно. Когда будете открывать счет, вам не нужно ни мобильное приложение, ничего лишнего, даже интернет-банк, потому что это такая шляпа. Это по интернет-банку или по мобильному приложению можно перевести друг другу внутри банка со счета на счет. То есть с карты на карту или еще какие-то выполнить операции у вас не получится. Вот. А если пришли деньги на фирму, на международный счет, от какой-то компании, то чтобы перевести и пользоваться этими вашими деньгами, нужно сначала с международного счета перекинуть эти деньги на местный счет, заплатив комиссию 10 евро, вообще просто так. Вот. И при этом вам нужно прийти ножками в офис для работы с правными лицами, то есть с юридическими лицами, и сказать: вот хочу перекинуть денег. Вот они при вас оформят какое-то заявление, ставишь печать, подписываешь, и они нажимают кнопку «Перекинуть деньги». Вот за это банк берет комиссию 10 евро. И вообще банк берет очень много комиссий, даже за то, что ты платишь со своего счета налоги, выплачиваешь зарплату, еще какие-то совершаешь платежи со счета фирмы. За каждую операцию берется комиссия несколько центов. Есть еще другие банки, но они совершенно не спешат открывать счета иностранным гражданам. Правда, есть один банк, Адриатик, который все-таки открывает счета, но чтобы открыть там счет, это стоит 500 евро. Такое себе. Вот. До некоторого времени туда даже, оказывается, можно было переводить рубли через SWIFT-перевод и потом уже внутри банка конвертировать, но за каждый перевод, в принципе, за каждый какой-то крупный более-менее перевод банк может потребовать доказательства происхождения этих денег, бумаги, а если что-то не понравится, то может просто заморозить счет до выяснения обстоятельств. Вообще открытие счета или какой-либо другой услуги в банке очень сильно зависит от человеческого фактора. Настроение сегодня оператор, не очень в настроении, как вы выглядите, хорошо одеты. Кстати, вот в таком виде я не смогу зайти в банк в шортах, потому что нужно джинсы будет надеть, меня просто не пустят в банк. Можно, конечно, обойтись без похода в банк, но так как у меня
всего один инвойс в месяц, то есть деньги приходят один раз, и я их один раз перевожу с международного счета на локальный, поэтому мне проще сходить в банк. А чтобы оплатить налоги и выплатить зарплату, бухгалтер, либо вы сами заполняете специальные уплатницы. Бывают розовые бумажки, бывают желтые бумажки, бывают синие бумажки. Вот как раз для перевода со счета фирмы куда-то там еще заполняется желтая бумажка, и каждая, то есть от руки заполняется. Вот. И потом эти бумажки тоже ставится печать, подписываешь и относишь в банк оператору. Оператор при тебе берет, вбивает, нажимает кнопки, ставит свои печати и отдает тебе такие под копирку вторые экземпляры этих бумажек. Но есть такая опция, можно оформить цифровой токен, ну типа как наша электронная подпись. Это стоит, по-моему, 90 евро, и еще обслуживание каждый месяц, что ли, какое-то. И тогда с этим токеном, да, можно через интернет-банк делать все переводы самостоятельно. Обслуживание карты, карта Visa у меня карта, стоит 3,5 евро в месяц. Это просто карта на физлицо обычная. Вот. Обслуживание международного счета стоит 2 евро, но так как я им не пользуюсь, международным счетом для физлица, поэтому он один раз ушел в минус, так и висит. Не знаю, чем это чревато, но вроде ничем. Обслуживание счета фирмы стоит 2 евро. В общем, пока я имел счастье или несчастье работать только с одним банком, вот, в другие мне даже и соваться не хочется, хотя говорят, что они немножко прогрессивнее и что-то там у них уже в плане цифровизации имеется. Но туда не так просто пробиться людям с красным паспортом. Вот такие пироги.